Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами тема декабрьский прогноз для близнецов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, если вам нужно составление личного гороскопа, либо если вам нужно обучение ведической астрологии, длительное обучение, либо курс Чарадаша как раз у меня сейчас идет. Ну а если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео прописаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках именно по ведической астрологии и фактически. Поэтому смотрите, пожалуйста, прогнозы тогда в таком случае для даты своего рождения, написанной под моим видео. То есть ищите свою дату и смотрите соответствующее видео. Теперь давайте говорить о том, что же декабрь обещает близнецам? Где близнецы будут отмечать Новый год в конце концов в том числе? 5 декабря, первое декабрьское событие — это полнолуние в вашем 12 доме гороскопа. Полнолуние в 12 доме гороскопа означает завершение каких-то процессов, связанных с 12 домом. А 12 дом — это у нас дом дальних поездок, дом медицинских различных учреждений, это могут быть закрытые организации. Но полнолуние в 12 доме гороскопа может означать какую-то поездку, может означать посещение больницы, санатория, какого-то завода или еще чего-то в этом роде. То есть в целом какая-то все равно может быть поездка, либо просто повышенная тревожность, да, по полнолунию обычно в 12 доме гороскопа бессонница, фантазия какая-то, какие-то мысли лезут. Ну, в общем, ничего такого. Но полнолуние в 12 доме гороскопа может влиять и на работу. Это может означать в том числе какие-то перемены в работе. И в этот же день, 5 декабря, в ваш первый дом гороскопа возвращается Юпитер. Юпитер возвращается в первый дом гороскопа и для того, чтобы вы могли доделать те вопросы, которые не доделали в 2025 году, так как Юпитер уже в 2025 году шел по вашему первому дому гороскопа и склонял к тому, чтобы получать какой-то статус, возможно, менять работу, какие-то перемены в работе, возможно, даже в личной жизни какие-то перемены. И помимо этого, в целом, что-то возможно делать с собой, со своим телом, как-то модернизировать, модифицировать. Повторный транзит Юпитера по первому дому гороскопа будет также давать склонность к набору веса. Если вы поднабрали в 2025 году, то не удивляйтесь, еще пока что нету тенденции для того, чтобы полностью окончательно от этой, ну, избавиться от соблазнов, не есть больше обычного и не набирать лишний вес. Ну, в общем, возвращение к каким-то вопросам, связанным со статусом, связанным с вашей личностью, с силой личности, с внешностью, с имиджем, с получением каких-то официальных документов и с переменами в личной жизни, в команде в том числе, это возврат, доделать что-то, что вы начинали в 2025 году. Ну и, возможно, еще что-то новое, если вы успеете до июня тоже сделать по этим сферам жизни. Еще один возврат. 6 декабря по 29 декабря Меркурий возвращается в ваш шестой дом гороскопа. Повторно. Он там уже был у нас в ноябре, до середины ноября, чуть-чуть позже он был в шестом доме гороскопа. И это, возможно, тоже вопросы, которые вы забросили, или, возможно, не доделали. Вопросы, связанные с лечением, в первую очередь, то есть ваше здоровье. Может быть, вы недообследовались, может быть, вы курс таблеток не допили. С лечением. Потом вопросы, связанные со спортом. Может быть, вы планировали, так и не дошли.
Вопросы, связанные с кредитами, с работой точно так же, может быть, смена работы или еще какие-то вопросы. Это все по транзиту Меркурия по шестому дому гороскопа. Поэтому, помимо этого, вопросы, связанные с ремонтом, с переездами, с поездками, ремонтом машины, транспорта, с помощью маме. Если вы это все делали в ноябре, не доделали, то сейчас Меркурий возвращается для того, чтобы доделать. Ну и в целом будет интерес к вопросам медицинским, к вопросам работы, спорта. Возможно, это обсуждать, читать, изучать, где там у вас тренажерный зал, где там еще у вас какой-то клуб и так далее. Ну и работу для кого-то из близнецов искать. Если для вас актуально, то это хороший транзит для того, чтобы начинать искать работу. А с 7 декабря по 16 января Марс заходит в ваш седьмой дом гороскопа и смещать постепенно начинает фокус вашего внимания событийности в вашей жизни на седьмой дом гороскопа. Во-первых, седьмой дом гороскопа — это дом партнерства, дом брака, дом личной жизни, дом команды, дом наших коллег, коллективов, в которых мы состоим. Это одноклассники, одногруппники, коллеги по работе, бизнес-партнеры и партнеры, с которыми мы живем в нашей личной жизни, муж, жена, парень, девушка. Это все седьмой дом гороскопа. Туда заходит Марс. Марс будет, конечно, вносить энергию конфликтности немного, поэтому в партнерстве аккуратно будет немного искрить. Но помимо этого Марс еще создает тенденцию на то, чтобы, например, совместно в какой-то команде, где-то в каких-то соревнованиях участвовать. То есть, допустим, там турслет или какая-то командная поездка на соревнования, если вы, допустим, в клубе каком-то занимаетесь. Это хорошие тенденции. Вместе с кем-то объединиться для того, чтобы конкурировать. Возможно, в партнерстве будут обсуждаться вопросы недвижимости и совместного проживания для того, чтобы где-то какое-то жилье выбрать, либо снять, арендовать, либо построить. Это может быть такая тема, которая будет у вас обсуждаться активно в партнерстве. Будут истории того, что у вас будут планы по партнерству активно, возможно, обсуждаться, меняться, что вы ваших партнеров можете знакомить с друзьями, какие-то вводить в какие-то круги общения. Вот такая вот тенденция. С 16 декабря по 14 января еще и Солнце заходит в ваш седьмой дом гороскопа. И Солнце тоже, как и Марс, так и Солнце соединяет третий, седьмой и 11 дома. Это все три дома общения. Вообще, если вы, допустим, ведете социальные сети или если для вас очень актуально расширять круги общения, то у вас эта тема будет очень активна во второй половине декабря. И скорее всего, что даже вот новогодние праздники, либо предновогодние праздники, вы будете в каких-то больших компаниях, больших тусовках с друзьями, с какими-то, может быть, ну, парень, девушка, понятно, но это не только парень, девушка, это прям вот какие-то коллективы, и они как будто бы объединяются. То есть есть одна группа людей, с которой вы общаетесь, есть другая, как будто бы они между собой знакомятся. Помимо этого, если вы не в отношениях, то у вас очень хорошие шансы на Новый год познакомиться. Когда у нас такие транзиты идут по седьмому дому гороскопа, которые у вас будут, еще плюс Юпитер в первом доме гороскопа, это очень хорошие транзиты для знакомств. Поэтому кто-то из близнецов может познакомиться через друзей, через общение, через какую-то короткую поездку. То есть, ну, через общение это может быть через интернет, через какую-то короткую поездку, то есть отправиться куда-то на экскурсию и познакомиться. Вот такие вот у вас тенденции по этому Солнцу тоже. И Солнце, в принципе, еще дает тенденцию на то, чтобы оформлять какие-то документы на партнерство, с партнером отправляться в какую-то короткую поездку и проясняет Солнце что-то связанное с седьмым домом гороскопа. Вообще, что интересно, что когда Солнце идет по седьмому дому гороскопа, наша самооценка может быть очень сильно завязана на партнера. То есть у партнера успех, мы радуемся, у партнера какой-то промах, мы огорчаемся и на себя это принимаем. То есть мы будем очень сильно в этот период как-то на партнеров акцентированы.
20 декабря состоится еще новолуние в вашем седьмом доме гороскопа. Новолуние что-то новое, вот как раз по седьмому дому, дому партнерства. То есть это, во-первых, может быть начало отношений у кого-то из близнецов, потом как начало нового этапа в личной жизни, допустим, помолвка, венчание, свадьба. Это все тоже может быть по седьмому дому гороскопа. Ну, новолуние не всегда, конечно, дает какие-то глобальные события. То есть если у вас нету такого периода, то, конечно, еще это не значит, что все близнецы женятся прямо перед Новым годом. Но у некоторых, если у вас есть идут личные периоды, то это вот как раз в районе новолуния может происходить. То есть, ну, помолвка перед Новым годом прекрасно. Либо же еще может быть какая-то зарубежная поездка к морю или вхождение в какой-то новый коллектив, формирование какой-то новой команды, бизнес, партнерство и так далее. С 20 декабря по 13 января в седьмой дом гороскопа зайдет еще и Венера. Ну и Венера с Марсом и Солнцем тут создают просто испанские страсти. Венера, конечно, формирует тенденцию на влюбленности, на подарки в отношениях, на совместные поездки, либо на знакомства в поездках. У некоторых может быть, конечно, и разлука по этой Венере, но в целом тут все как-то налаживать отношения, любить, влюбляться, вот все про партнерство. И может быть такое, что, знаете, про вас вспомнят все. Вот вы как будто бы на расхват будете. Все друзья, все знакомые вам звонят, вам пишут, спрашивают что-то, вашего совета или помощи, или еще чего-то. Но это все вот какой-то очень партнерский месяц, очень много будет у вас взаимодействия с другими людьми. Помимо этого, Венера еще для некоторых близнецов создает тенденцию на то, чтобы в партнерстве обсуждать вопросы различных мероприятий, вот куда мы поедем, на какой-то концерт, как мы это организуем, вопросы детей, вопросы совместной учебы, какие-то такие вот вопросы могут еще подниматься в партнерстве. И с 29 декабря по 17 января еще и управитель всего вашего гороскопа зайдет тоже в этот седьмой дом гороскопа, в эту кучку тоже занырнет, получается, и вы сами вот полностью погрузитесь в вопросы отношений. То есть это самая главная тема. Отношений, путешествий к морю, а у кого-то еще может быть формирование партнерства, бизнес-партнерства, консультаций каких-то. Это все темы седьмого дома гороскопа, и вас будет интерес. То есть вы, возможно, даже будете искать информацию, как сделать предложение, либо как пожениться, либо как зарегистрироваться, либо как оформить бизнес, либо как отправиться куда-то в путешествие. Вот такие вот темы вас будут интересовать, вы об этом будете общаться, вы будете консультироваться и сами, возможно, консультироваться. В общем, все фокусы второй половины декабря смещаются в седьмой дом, дом партнерства. Но это будет влиять и на вас самих. То есть и Меркурий, и Венера, и Марс, и Солнце — это какие-то комбинации еще в том числе, которые будут давать влияние на вашу личность. То есть где-то, может быть, и приукрасить себя, где-то больше там поговорить про себя, где-то даже и спортивные какие-то мероприятия, и хирургические, может быть, тоже какие-то процедуры. Кстати, Марс будет как управитель шестого дома напрямую делать аспект на первый дом гороскопа, поэтому вполне вероятно, что какие-то процедуры у вас будут назначены, там, например, такие запланированные, да, какая-то операция, либо какое-то вмешательство, косметология, что-то в этом роде. Но помимо этого, это и спортом заняться, и все остальное. Но все-таки, поскольку у нас Марс влияет на первый дом гороскопа, то вам тоже очень актуальная рекомендация, несмотря на то, что вы будете вот так вот активно общаться, стараться ни в чем не рисковать. Ну и не задирать, потому что будут испанские страсти. Можно, конечно, влюбляться, можно знакомиться, но будет тенденция на такие очень быстрые отношения, ну, такие очень ревностные отношения, потому что Марс и Венера у нас создают комбинацию страсти в вашем седьмом доме гороскопа. Поэтому старайтесь где-то держать себя в руках, словом как-то, ну, не задевать других людей, потому что будет вот искрить в отношениях, будет очень быстрая симпатия, очень быстрая антипатия, очень яркие какие-то эмоции, скорее всего, у вас в эти периоды.
Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.